Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в виде письма в Яндекс.Почта. Это нужно, чтобы передавать новые строки из Google таблицы в другие системы. Например, вы можете в автоматическом режиме отправлять уведомления о новом заказе себе или делать рассылку клиентам о принятии заказа. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Загрузить строки. Новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль. А также поставьте галочки для доступа к Google данным. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка данных. Если у вас в таблице уже находится 1000 строк, и вы не хотите все эти строки передать в Яндекс.Почта, укажите в поле «Начать загрузку данных со строки номер» цифру 999, для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня находится одна строка, поэтому в этом поле я ставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые у вас заполнены в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных. В качестве системы выбираем Яндекс.Почта. Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт в Яндекс.Почта к системе Apex Drive. Для начала откройте Яндекс.Почту, перейдите в настройки вашего аккаунта и нажмите на раздел «Почтовые программы». Включите доступ к IMAP, сохраните изменения и возвращайтесь в систему Apex Drive. Введите ваш email и пароль, нажмите «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Яндекс.Почту при появлении новой строки в Google таблице. Если вы хотите получать уведомления о новых строках в Google таблице на свою почту, то в поле «Кому email» вам нужно прописать адрес электронной почты вручную. Если вы хотите производить рассылку пользователям, то нужно выбрать переменную, в которой содержится адрес электронной почты клиента.
Для того, чтобы добавить переменную, кликните в любом месте в поле сообщения и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые данные назначены в сообщении, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сообщения, которое будет отправляться пользователям через Яндекс.Почта. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Яндекс.Почту». Переходим в Яндекс.Почта, чтобы проверить результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Яндекс.Почта успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление, выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!